11 мая 2026 года немецкие ученые опубликовали отчет. Я наткнулся на него буквально несколько дней назад. Они обследовали 1,5 гектара земли на севере Германии и насчитали там больше 800 отдельных следов одного и того же поселения. 800 на 1,5 гектарах. Это 2 больших футбольных поля. И люди жили здесь непрерывно около 800 лет. Вдумайся, 800 лет на одном месте. Это дольше, чем Москва является столицей России. Там есть 3 вещи, которые я не смог объяснить. Ученые тоже. Одну покажу в конце этого выпуска. Если ты уже смотришь этот канал, ты знаешь формат. Берем свежие данные, копаем глубже официальных заголовков и разбираем то, что осталось без ответа. Подпишись, чтобы не пропустить следующий выпуск. Продолжаем. Итак, север Германии, городок Миров, Мекленбург. Место тихое, озера, леса, никакой громкой истории. Перед строительством объездной дороги немецкое законодательство обязывает провести полное археологическое обследование участка. Это не формальность. В Германии к этому относятся всерьез. На место вышла команда компании AIM-V. Они занимаются именно такой работой – спасательной археологией. Руководил доктор Мартин Вагнер. Теперь про то, как это вообще работает, потому что пришли ученые и нашли – это не объяснение. Археологи не видят сквозь землю. Они копают узкие пробные траншеи, длинные разрезы в грунте, и смотрят на цвет почвы в разрезе. Звучит просто, но именно здесь начинается самое интересное. Когда 3000 лет назад человек разводил костер, зола и уголь уходили в землю. Пятно оставалось навсегда. Рыли яму под хранение, другой цвет, другой состав. Стоял деревянный столб дома, след от него в почве читается до сих пор. Это называется стратиграфия. Земля хранит все. Вагнер потом скажет, большинство объектов на первый взгляд выглядели невзрачно. Темные пятна, фрагменты обожженной глины, зола. Но именно это и есть самое ценное. Не золото, не статуи. Темное пятно – это место, где 3000 лет назад человек готовил еду для своих детей, или грелся у огня в январе, или чинил сломанный инструмент перед рассветом. Это не абстрактная история про древних людей, это конкретные жизни. На этом участке насчитали больше 800 таких следов. Хронология. Примерно с 11 по 3 век до нашей эры. Это не стоянка кочевников, не временный лагерь. Это было постоянное, устойчивое поселение со своим укладом, технологиями и, как оказалось, загадками. Теперь про то, что меня зацепило сильнее всего. Среди 800 объектов 2 сразу выбились из общей картины. Первый – каменная конструкция, плотно набитая золой и углем. Ученые предположили, это могла быть специализированная печь. Или что-то вроде отопительной системы. Подожди, 11 век до нашей эры? Отопительная система? Вот смотри, представь, что тебе нужно обогреть дом прямо сейчас. Ты звонишь мастеру, он считает теплоотдачу, ставит котел, подводит трубы. У людей того времени не было ничего из этого, ни расчетов, ни инструментов, ни материалов, кроме камня и глины. Но они сложили конструкцию, которая, судя по следам, работала. Как именно? Анализы еще идут, ответа пока нет. Второй объект меня остановил по-настоящему. Яма в земле, обычная, только внутри раковины моллюсков. Много, почти до краев. Ну, ракушки и ракушки, скажешь ты. И я понимаю, вот в чем вопрос. Миров стоит в центре Германии. До Балтийского моря отсюда около 200 километров. Озера рядом есть, но такого количества в одной яме не объяснить случайным сбором у берега. Либо это был промысел, регулярный, целенаправленный, либо раковины везли издалека, что означает торговлю. Что означает связи с другими поселениями на расстоянии сотен километров. Либо это вообще не еда. Ритуал, сырье, что-то еще. Ученые взяли образцы на анализ, результаты пока не опубликованы. И вот здесь самое честное, что я могу сказать. Мы не знаем. Пока нет ответа. Но именно это и делает находку интересной. Когда ответ есть, это просто история. Когда ответа нет, это исследование. Кто жил здесь?
Что за люди стояли у этих очагов, ели моллюсков, складывали камни в конструкции, которые мы до сих пор не можем объяснить? У нас есть очень конкретный ответ. Его дал римский историк, писавший об этих землях 2000 лет назад. То, что он описал, это не скучная хроника. Это ритуал, от которого мне стало немного не по себе. Итак, кто они? 2500 это место не было ничьим именем. Никаких записей, никаких документов. Но у нас есть кое-что получше. Есть римский историк, который писал об этих землях примерно 2000 лет назад. Его звали Корнелий Тацит. В своем труде «Германия» — это главный античный источник по германским племенам. Он прямо называет народы, жившие в озерном крае Мекленбурга — Варны и Ревдигны. Вот так. Конкретные имена. Конкретные люди. Это не абстрактные древние германцы. Это племена с именем, территорией и властью над этим краем. Тацит описывает их как часть большого союза северных племен. Союза, который объединяло одно общее поклонение богине. Но об этом чуть позже. Сначала нужно понять, почему это место вообще имело значение. Вот смотри. Представь, что ты живешь здесь. 11 век до нашей эры. Кругом леса и озера. Казалось бы, глухомань. Но нет. Через этот регион проходил янтарный путь. Янтарь добывали на берегах Балтийского моря, несколько сотен километров к северу, и везли на юг, через Мекленбург, через Альпы, прямо в Рим и Грецию. Для римлян янтарь стоил как золото. Буквально, небольшой кусок мог стоить дороже, чем раб. И контроль над маршрутом — это деньги, власть, влияние. Представь современный аналог. Небольшой городок, тихий, никому неизвестный, но через него проходит единственный газопровод в регионе. Или ключевой транспортный узел. Сразу другая история, правда? Вот и Миров 3000 лет назад был именно таким местом. Не случайно на участке раскопок нашли бронзовое кольцо. Это не просто украшение. Бронза в Мекленбурге не добывалась, ее привозили издалека, в обмен на янтарь, меха, сырье. Это прямое, вещественное доказательство того, что люди здесь были частью международной торговой сети 3000 лет назад, в лесах Северной Германии. Сохрани это видео, к нему стоит вернуться. Дальше самое неожиданное. Но теперь я хочу разрушить одну картинку, которая, возможно, сложилась у тебя в голове. Мирные фермеры у озера, коптят рыбу, собирают янтарь. Живут тихо. Нет. В 1250 году до нашей эры, примерно в то самое время, когда существовало наше поселение, в долине реки Телензе произошло нечто из ряда вон выходящее. Телензе – та же федеральная земля Мекленбург, буквально соседний регион. Там нашли следы одной из крупнейших битв бронзового века в Европе. Тысячи воинов в одном месте, в одно время. Археологи подняли со дна реки сотни костей со следами боевых травм, черепа с проломами, ребра с застрявшими бронзовыми наконечниками. Деревянная дубина с кремневым вкладышем прямо рядом с телом. Публикацию об этой битве выпустил журнал Antiquity, один из ведущих мировых археологических изданий. Кто воевал? Пока точно неизвестно. Возможно, борьба за контроль над торговыми путями. Возможно, набег издалека. Возможно, что-то еще. Но факт один. Люди, которые жили в поселении Умирова, жили в эпоху, когда соседние племена устраивали войны такого масштаба. Это не тихий деревенский мир. Это была зона силы. И вот теперь встает вопрос. Кто всем этим управлял? Кто контролировал янтарный путь? Кто собирал дань с торговцев? Кто мог выставить армию в несколько тысяч человек? Тацит дает нам ответ. Он описывает политическую систему этих племен. Никаких королей в нашем понимании, никакого двора, замков, письменных законов. Власть держалась на трех вещах. Личная сила вождя, контроль над торговлей и, это самое интересное, контроль над ритуалом. Потому что именно ритуал объединял разрозненные племена в одно целое. Именно ритуал устанавливал периоды мира. Именно ритуал давал вождю власть, которую не нужно было каждый раз отвоевывать мечом. Представь современный аналог. Лидер, у которого нет армии, но есть монополия на что-то, без чего другие жить не могут.
Контроль над ресурсом дает власть не хуже любого меча. 3000 лет назад механизм был тот же. И вот об этом ритуале Тацит написал подробно. Очень подробно. Он описал богиню, священную рощу, повозку, период мира, когда все войны прекращались, и финал этого ритуала. Финал, от которого мне стало немного не по себе. Потому что он происходил прямо здесь, в этих самых озерах, которые ты видишь на карте рядом с Мировом. Разбираем в следующей части. Итак, Тацит, Германия. Глава 40. Написано примерно в 98 году нашей эры, почти 2000 лет назад. Тацит описывает союз северных племен, в том числе варнов и ревдигнов, тех самых, что жили в нашем регионе, и говорит, всех их объединяет поклонение одной богине. Ее имя — Нертус. В переводе «Мать-Земля». Она живет на острове. На острове есть священная роща. В роще стоит повозка, накрытая тканью. Прикоснуться к этой повозке имеет право только один человек — верховный жрец. И вот наступает время, когда жрец чувствует, богиня готова к путешествию. Он запрягает коров, сопровождает повозку через племенные земли, и все останавливается. Войны прекращаются, оружие убирают. Никто не смеет взять в руки железо. Тацит пишет прямо, это дни мира и покоя, которых не знает ни один другой период. Вдумайся, что это значит с точки зрения власти. Один человек едет через несколько враждующих племен, и все складывают оружие, без армии, без угроз. Это и есть настоящая власть. Но потом богиня насыщается. Жрец возвращает повозку в рощу. И вот здесь начинается та часть, которую я перечитывал несколько раз. Повозку нужно омыть. Покрывало нужно омыть. И саму богиню тоже. Это делают специально отобранные рабы в тайном озере, которое знает только жрец. Сразу после омовения этих рабов топят в том же озере, чтобы никто из людей не узнал, что они видели. Тацит пишет об этом спокойно, как о само собой разумеющемся. Именно это почему-то бьет сильнее всего. Теперь смотри на карту рядом с Мировом. Поселение стояло между двумя озерами – Шульценское и Мировское. Именно там, где нашли 800 объектов. Эти озера никуда не делись, они там до сих пор. И вот я думаю о яме с раковинами. Ученые говорят, пока непонятно, еда это была или что-то другое. Но если это ритуал, если раковины приносили как подношение, то все встает на свое место. Яма рядом с водой, рядом с озером, рядом с местом, где по описанию Тацита топили людей, хранивших тайну богини. Может быть, это еда, а может нет. Анализы идут, ответа пока нет. То же самое про каменную конструкцию с золой. Специализированная печь? Возможно. Но огонь в ритуальной практике германских племен — это не просто тепло, это очищение, это связь с богами, это граница между мирами. Каменный очаг рядом с озером, где происходили ритуалы, это уже другой разговор. Ученые пока не дали окончательного ответа. Именно поэтому эта находка и остается открытым делом. Если это исследование было полезным, помогает каналу, если поставить лайк. Это честно. И вот теперь я хочу показать тебе кое-что, что окончательно перевернуло мое восприятие этого места. Проходит время, много времени. Германские племена уходят на юг. Приходят славяне, абадриты, потом крестоносцы, потом немецкие герцоги. Уже 18 век. На берегу Мировского озера стоит барочный дворец, резиденция герцогов Мекленбург-Стрелицких. Прусский король Фридрих II приезжает сюда в 30-х годах 18 века, смотрит на местную знать и начинает смеяться. Он называет их «миракезы» от слова «миров», как будто они дикари из джунглей, а не европейская аристократия. Через несколько десятилетий принцесса из этого захолустья становится королевой Великобритании. Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая, жена короля Георга III, та самая, в честь которой назван город Шарлотт в Северной Каролине. А еще одна принцесса отсюда, Луиза, становится королевой Пруссии. И встречается с Наполеоном лично, лицом к лицу.
Фридрих смеялся над миракезами. История ответила по-своему. 3000 лет назад здесь жили люди. Они торговали янтарем, воевали, строили что-то похожее на отопление, ели моллюсков или приносили их в жертву. Поклонялись богине, ритуал которой заканчивался на дне озера. Потом пришли другие, и еще другие. Каждый думал, что он — это и есть настоящая история этого места. А под ногами у всех лежали 800 темных пятен в земле и молчали. До 11 мая 2026 года. У меня остался один вопрос, который я так и не смог закрыть. Яма с раковинами. Еда или подношение? Мы узнаем, когда выйдут результаты анализов. Это буквально вопрос ближайших месяцев. Но вот что я знаю точно. Кем бы ни были эти люди, они жили здесь по-настоящему, 1000 лет подряд. И Земля это запомнила.